Всем привет! Добро пожаловать обратно в строительный челлендж «Радужный». Сегодня у нас на повестке желтая квартира. Мы продолжаем строить по всем цветам радуги. Мы пошли я пошла по классическому радужному кругу. Нет, полукругу. Почему там? В общем, по радуге прошла. То есть у нас было красное, оранжевое, сейчас желтое, а будет зеленое. Так вот, в этой квартире я думала, что будут самые большие проблемы. Я так настроилась, что вообще ничего не будет, поэтому взяла крохотную квартирку. Я давненько ничего не строила, поэтому я так приготовилась, что совсем чуть-чуть будет, и на такую квартиру, в общем, хватит. А потом открыла все, что было желтое, и поняла, что как же я ошиблась, почему я не взяла квартиру побольше, но уже не хотелось менять, честно признаюсь. Вот. И в итоге, на самом деле, с мебелью все было вообще отлично. Ну, то есть мебель была достаточно много, были верхние шкафчики, был выбор. Потому что в оранжевой квартире в большинстве случаев выбора просто не было. То есть то, что дали, то и как бы тому и радуйся. Здесь как-то все немножко повеселее с этим делом. Как-то, и в принципе, мне больше нравится желтый, чем оранжевый. Не знаю, как-то оранжевый, как-то что-то, не то, что с ним что-то не так, не знаю. Как-то та квартира, она странная была. А здесь как-то все так поприличнее, я бы так сказала. Плюс за счет того, что достаточно много мебели, можно было ее хоть как-то выбрать и подобрать друг под друга. В смысле того, чтобы она немножко сочеталась, потому что в оранжевой квартире выбора было мало, и все немножко такое было вкривь-кось, немножко неподходящее друг другу. Здесь же такой проблемы не было, поэтому я с большим удовольствием в итоге построила квартиру, плюс я больше люблю, если честно, желтый цвет, потому что красная квартира получилась стильная, а желтая, точнее, оранжевая получилась такая сумбурненькая немножко. Желтая получилась тоже достаточно стильная, кроме ванной. Вот в ванной какой-то капец, если честно, происходит, потому что там, вот там была проблемка с наполнением, и я не справилась с этой проблемкой. То есть я напихала всего того, что уже есть. Но это все компенсируется тем, что остальная квартира вышла очень даже классной. Первое мое приятное открытие было из-за пола, то есть пол был нормальный, я очень люблю этот протертый паркет, который с паранормальным к нам пришел, он вообще шикарный, мне он очень нравится, он такой вот натуралистичный, и он оказался желтый. Вот, еще много было предметов мебели, тоже желтых, и тоже есть паранормальный вот этот столик, который я тоже обожаю. Честно, он очень классный. Он с этой скатеркой. Я, когда только вышел набор, я в него влюбилась, я об этом рассказывала несколько построек, и, собственно говоря, любовь никуда не ушла. А еще, конечно, очень пригодился новый набор, потому что, мне кажется, достаточно много я оттуда взяла, потому что там есть желтый. Так как вся старая мебель, она такая, не то чтобы не одноцветная, но там меньше, мне кажется, цветов и меньше вариативности, я бы так сказала. Вот, поэтому более-менее все так сочеталось. То есть паранормальное таким ярким всплеском было немножечко, а более спокойный, идеальный интерьер, дизайнер. Что ж такое, никак не могу запомнить, мне надо уже выписать себе и повесить перед глазами, чтобы я все названия городов, сейчас еще один город прибавится, мне надо как-то это все запомнить. Вот, наверное, да, выпишу и повешу перед глазами, чтобы не позориться больше так, потому что, мне кажется, это как-то неправильно. И плюс эта квартира, кстати, у меня для такой большой семьи, то есть, не знаю, тут мама, папа или просто кто-то один взрослый, но 2 детей получается, потому что удалось сделать 2 спальни, они, конечно, такие длинненькие, непонятные. Вообще вот в этом доме эти гигантские окна, они как-то ни к селу, ни к городу, честно признаюсь, мне они вообще не нравятся, эти гигантские окна. Я, в принципе, не фанат таких окон, так и их еще нужно как-то или завешивать, или что-то с ними делать, потому что их в этой квартире очень много, квартира маленькая, то получается, что ты не можешь туда ничего поставить. В общем, какие-то такие легкие проблемы с окнами.
возникает из-за этого. В итоге у меня как бы здесь взрослый и двое детей, типа школьник и тоddler, я бы так сказала. Я так думаю, что вот у меня было бы так. А еще, кстати, ни одной обувки не оказалось в этом желтом цвете. Я же приготовила там сбоку 2 полочки специально для обуви. Ну, то есть, типа, я совместила, знаете, такую гостиную с прихожей, короче. Ну, ты заходишь, раздеваешься, а здесь уже сразу телевизор смотришь. Ну, короче, все в одном, как мы любим. Но обуви не оказалось вообще никакой. Я думала хотя бы отдельную стоечку, ну вот, которая из старых наборов, но ее тоже не было вообще немножко. Я же говорю, что с украшениями немного проблема. То есть там столики, диванчики, все было. А вот украшения, цветы, немного сложности такие были, которые не позволяли сделать все, что хотелось. А еще, конечно, в этих книжных полках очень сильно спасает из набора студенчества. Вот, они там разноцветные, они, конечно, странноватенько выглядят, эти книжные полочки, но нормально, зато они есть и многих цветов. Я думаю, они еще и в зеленом цвете тоже появятся, по-моему, это там есть в зеленом, но синим точно есть, это я знаю. Вот. Не было традиционного шкафа. Я еще говорила о том, что в каждой постройке будет шкаф, который с обновлением к нам пришел. Это как не доповский контент, а от создателей модов и допов, короче. Это обычные пользователи, так сказать, делали для нас этот контент, его включили в Sims. И это шкаф, который практически всех цветов радуги, причем с несколькими вариациями цвета он есть. Я говорила о том, что вот у меня в красном цвете он есть, в оранжевом, и, наверное, во всех домах он будет, но почему-то, здесь он мне по стилю не подошел, потому что спальня у меня немножко в таком, что кантри-стиле, таком, немножко другом, в общем, стиле. И этот шкаф вообще был ни к селу, ни к городу, а мне очень нравится эта кровать, мне хотелось все менять. Вот. И немножечко еще, не то что пожалуюсь вам, расскажу, что, во-первых, вчера была презентация лайвстрима нового дополнения Cottage Living, загородной жизни. Я не всю посмотрела, честно, я уснула, потому что я была очень уставшая. Вот сегодня, надеюсь, я выделю время, потому что мне очень интересно посмотреть. Единственное, что я заметила, и мне было очень больно и обидно, во-первых, они очень рано это сделали, очень рано, то есть, тут меньше 20 дней, как-то до этого было, типа, за неделю, но они как-то в этот раз совсем так. Заранее даже лазила на официальную страничку, проверяла, а не поменяли ли они дату выхода, что они уже сделали лайвстрим, как-то очень рано. Но суть не в этом. А суть в том, что, это я посмотрела кусочек этого стрима, поняла, что я засыпаю, и, я хочу все-таки внимательно посмотреть, потому что мне интересно. Я вышла на YouTube из видео, и мне в рекомендациях тут же выбросилась постройка от зарубежного Симмера уже с новым набором. То есть им дали ранний доступ. Представляете, получается, чуть ли не за 20 дней до выхода дополнения некоторых американских, крупных, конечно же, Симмеров уже есть доступ к этому дополнению. А нашим крупным блогерам дают максимум за сутки. Что это за дискриминация? Не, ладно, я про себя вообще как бы не говорю, конечно. Я подожду со всеми, это не обсуждается. Но просто у нас тоже есть крупные блогеры, миллионники. Все у нас есть. Но почему им дают за сутки, за двое? По-моему, за сутки. Я же смотрю, пока жду как раз нового дополнения, я смотрю эти все видео, и все говорят, типа, ой, спасибо за ранний доступ. Ранний доступ, вот ранний доступ. За 2 недели до выхода дополнения, конечно же, у них будут миллионные просмотры, конечно же, у них будет контент и все такое, потому что, конечно, так заранее, так все ждут этого дополнения, вот, пожалуйста, уже. То есть у меня там вышло видео, английская деревушка, 3 часа назад было опубликовано, это как раз когда только начинался стрим. И меня так бомбануло, честно, мне стало так обидно. То есть
Ну ладно, как бы я еще понимаю, что, ну опять там появилось несколько блогеров, которые рассказывали о том, что они участвовали в создании этого нового дополнения. Это, конечно, хорошо, то есть они берут пользователей для того, чтобы улучшать продукт. Это, в принципе, хорошо, потому что когда ты находишься внутри системы, внутри создания продукта, какие бы у тебя ни были хорошие тестировщики, они все равно находятся внутри системы. Вот. И хорошо был бы вот этот взгляд снаружи, то есть полностью со стороны пользователя. Это, конечно, очень полезно. Это, я думаю, что улучшит, в принципе, игру. Я это все поддерживаю, все прекрасно. Конечно же, тоже хочется в этом поучаствовать. Но чисто технически я понимаю, почему, конечно же, они американских блогеров берут. Во-первых, потому что они крупнее. Во-вторых, с ними легче коммуницировать, потому что они там все по месту находятся. И я думаю, что у них у всех контракты с EA Games. Я думаю, что и у наших тоже есть какие-то там договоренности, потому что вот эти всякие ранние доступы. Я знаю, что есть какие-то закрытые стримы тоже для блогеров предварительные какие-то, чтобы они типа могли какие-то объявления делать, еще что-то. Я тоже слышала от какого-то из блогеров, что вот вчера была стрим для блогеров, а сегодня вот стрим для всех, и поэтому я могу вам что-то рассказать дополнительное. Вот. Но все равно, как бы, у них так много плюшек, блин, а у нас тут сколько не раскручивайся. Может быть, конечно, они дойдут до нашего рынка, потому что все-таки русскоязычный рынок очень большой. Он, конечно, сравнительно с английским, англоязычным, точнее, рынком, потому что сначала идет англоязычный, потом испаноязычный, а на третьем месте я не помню кто. Но все равно у нас достаточно большой комьюнити, который был бы, с удовольствием бы посмотрела ранний доступ. Мне кажется, это было бы приятным бонусом. Ладно, приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк, надеюсь, вам понравилась эта постройка. Ждем зеленую квартиру, точнее, я жду, точнее, вы ждете, а я строю. Все, пока-пока.